Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс ко мне по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает скорпионов в марте 2026 года. Я напомню, что к марту 2026 года, к первому числу, вы подходите со скоплением планет в вашем четвертом доме гороскопа. Скопление планет — это всегда такая большая энергия, которая создает много событий в том доме гороскопа, в котором она находится. И четвертый дом — это дом места жительства, дом внутреннего ощущения счастья, то есть психологическое наше состояние, дом мамы, недвижимости, транспорта. Он у нас еще связан с работой, потому что планеты в четвертом доме, они все влияют на 10-й дом, дом работы, поэтому какие-то активные перемены в месте жительства, в транспорте, в отношениях с мамой или в делах с мамой, вот это вот все может вас так сильно захватывать к марту. Но с 1 марта картинка начинает меняться. С 1 марта по 26 марта Венера переходит в ваш 5-й дом гороскопа. Дом гороскопа, который отвечает за творчество, за влюбленность, за романы, за развлечения детей, обучение и за наше ментальное состояние. И транзит Венеры по 5-му дому гороскопа для вас на самом деле это такое очень-очень сильное укрепление на этот период личной жизни, во-первых, влюбленности, романы, романтика. Если вы не в отношениях, скорпионы, используйте это время для того, чтобы ходить на свидания, знакомиться, переписываться. Очень вероятность большая виртуальных романов в интернете, в том числе таких иллюзорных немножко, когда вы наделяете партнера самыми-самыми-самыми лучшими чертами. Но в целом период для романтики и влюбленности, период, когда вы можете обсуждать эту романтику, когда вы можете создавать эту романтику в отношениях. А в отношениях также может быть обсуждение каких-то вопросов, связанных с детьми, с отдыхом и развлечениями, то есть планирование совместного отдыха и совместных развлечений, совместная учеба. Помимо этого, поездки на развлечения, поездки на какие-то мероприятия, поездки на учебу могут быть, на выступления, на соревнования. И в принципе Венера — планета творчества, 5-й дом — дом творчества. Поэтому залипать в сериалы, развлекаться, лениться — это ваше время вот для таких дел наступает. 3 марта состоится лунное затмение в вашем 10-м доме гороскопа. 10-й дом — это дом работы, статуса, карьеры, репутации. Затмение у нас будет затрагивать такие темы, и не у всех это будет глобально. Для кого, как, какое будет влияние, это я расскажу в отдельном видео про затмение, но вместе с тем, даже если у вас не затрагиваются какие-то точки, какие-то перемены все равно могут происходить в том, что вы получаете статус, меняете статус, в том, что вы поменяете работу, либо в том, что у вас поменяется должность, какие-то обязанности в работе, либо какое-то общественное ваше занятие тоже может поменяться. Это у нас активирует затмение, и это будет реализовано в течение полугода после затмения. И потом следующее 14 марта, 14 апреля, то есть с 14 марта по 14 апреля следующий транзит — это уже Солнце зайдет в 5-й дом гороскопа, и Солнце у нас тоже подтверждает тенденцию каких-то перемен в работе. В некоторых случаях у скорпионов это будет смена направления в работе, ну это если глобально. А так это может быть отпуск, отдых от работы, у кого-то смена работы.
И еще прохождение какого-то обучения по работе. Если есть дети, то это может быть смена статуса у детей. А еще Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с детьми, удовольствием, развлечениями вашими, с какими-то мероприятиями, в которых вы можете участвовать. В этот период вы можете, в принципе, принять участие в каких-то мероприятиях, где-то выступить на сцене, засветиться. Такое, знаете, как бы политическая такая активность, либо социально-общественная активность, когда вы где-то на виду, где-то на сцене, где-то выступаете. Но также это могут быть успехи в учебе, это могут быть успехи детей. То есть, в принципе, для вас такой месяц очень даже продуктивный, я бы сказала. А 19 марта будет в этом же самом пятом доме гороскопа новолуние. Новолуние это что-то новенькое. В пятом доме это значит, может быть, зачатие, рождение ребенка, создание продукта, начало создания какого-то продукта творческого, какого-то, может быть, того, что вы делаете руками, или того, что вы пишете, создаете. Это может быть начало учебы, это может быть какое-то выступление, публичность, посещение какого-то мероприятия. 20 марта из ретроградного движения в вашем четвертом доме гороскопа выходит Меркурий, и Меркурий уже дает возможность завершить, доделать какие-то вопросы, которые у вас могли застопориться после 26 февраля, связанные с переговорами с мамой, с документами, может быть, на маму, на недвижимость, на транспорт, с планами какими-то по маме, недвижимости, транспорту, с вложением туда денег, с приездом каких-то гостей. Вот если у вас что-то застопорилось, то оно после 20 марта разрешится, но Меркурий еще до конца марта будет идти по вашему четвертому дому гороскопа, то есть планы, обсуждения каких-то вопросов, выяснение каких-то вопросов, связанных с недвижимостью, транспортом, с местом жительства, с мамой, оно еще все будет у вас актуально. И с 26 марта по 19 апреля Венера пойдет по вашему шестому дому гороскопа. Интересные комбинации создает Венера в шестом доме гороскопа. Ну, во-первых, конечно, шестой дом это дом врагов, долгов, болезней, то есть дом преодоления каких-то препятствий. И Венера у нас планета красоты, то есть можно посещать медицинские учреждения. Вероятность такая, что вы будете посещать медицинские учреждения по вопросам красоты. Либо вы будете заниматься спортом по вопросам красоты, то есть для того, чтобы там смоделировать что-то, либо для того, чтобы там что-то исправить. Может быть, косметические, косметологические процедуры могут быть. Могут быть различные соревнования командные, либо вы вместе с партнерами будете заниматься спортом, вместе с партнерами работать над каким-то делом, работать над преодолением какого-то препятствия. Вместе с партнером можете ходить в медицинские учреждения, либо партнер, может быть, активно будет обследоваться, ходить по медицинским учреждениям. В этот период не исключены поездки из города в город, из страны в страну, такие делового характера, короткие, возможно, но, может быть, несколько раз вам придется из города в город, из страны в страну съездить. И еще Венера здесь обещает смену режима труда и отдыха. Может быть, на какое-то время у вас поменяется, вам нужно будет что-то изменить в своем графике. И, конечно, еще когда Венера идет по шестому дому гороскопа, это время для того, чтобы ремонтировать, технически обслуживать, проверять транспорт, все, что связано с транспортом, одеждой, украшениями, косметику, может быть, какую-то ненужную старую повыбрасывать, а какую-то полезную приобрести. То есть наводить порядок в таких вещах. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.